Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня мы наконец-то поговорим про первую Sony Alpha 7 или первую семерку, или же, иными словами, первый беззеркальный полный кадр. Давно хотелось ее нормально протестировать, потому что, я последний раз ее только чуть-чуть потеребил, когда она только вышла, и в принципе, особо она меня ничем не удивила, ничем не заинтересовала, кроме своей полнокадровости. Но для меня это никогда особо важно не было. И вот только сейчас, спустя 10 лет после ее выхода, я реально понимаю, что все-таки вещь эта была важная, потому что сейчас я занялся вот этой своей летописью, я исследую, какие камеры, там за последние 20 лет вот этой цифровой эры выходили, какие-то из них самые интересные экземпляры стараюсь протестировать, попробовать. Мне просто самому любопытно, хочется вам рассказать об этом. И, в общем, поэтому я прекрасно понимаю, что камера знаковая и действительно важна с исторической точки зрения. Хочу сказать большое спасибо подписчику, который мне ее подогнал на обзор. Он из другого города мне ее прислал. Я вам опять же напоминаю, что если у вас какие-то интересные камеры есть, можете мне написать в сообщение. Вот у меня там в ссылке в описании есть мои соцсети, можете смело туда писать. Если что-то прикольное, интересное у вас там есть в наличии, вы не прочь со мной поделиться на какое-то время, то есть там пару недель я погоняю, допустим. Ну и скепсис у меня был по отношению к первой семерке, еще и потому, что я уже делал обзор на Sony RX1R, а это, напомню, первый полнокадровый компакт с несменной оптикой, то есть еще задолго до Leica Q он появился, за пару лет. И камеры эти во многом похожи, они вышли в одном и том же году, 2013, но с той лишь разницей, что у Sony A7 все-таки байонет E, и к ней можно подключать сменную оптику, а у RX1R была несменная 35-ка f2 Zeiss, и камера эта была слаба практически во всех своих аспектах. Объектив там резкий, хороший динамический диапазон, в остальном все очень плохо, там никакущий автофокус, это прям реально было печальное говно. Тогда как раз выходили, когда эти камеры, 10 лет назад, еще раз повторю, я, в общем, в основном снимал на пленочные разные камеры. Я до 2015-го в основном снимал на пленочные камеры, и у меня как сопутствующие только, были какие-то иногда цифровые, чисто побаловаться. По большому счету, мне тогда было это все не так, чтобы очень сильно интересно. Я привык просто тогда на пленку снимать и особо не стремился развивать цифровые какие-то свои навыки, потому что это надо было там какие-то лайтрумы, заходить, фотошопы, это все такая какая-то сложно сочиненная залупа, мне казалось. Все-таки быть старовером можно сколько угодно, но когда пленка становится супер дорогой, и это просто нерентабельно и неинтересно с точки зрения финансов, естественно, ты эволюционируешь вместе с фототехникой. И тогда у меня довольно много было минолтовских камер и минолтовской оптики под байонет А. Тогда я, в общем-то, собственно, и взял себе старенькую 2008 года полнокадровую цифровую Соньку А850. И я немного с ней погонял, потому что, по большому счету, я не получил никакого апгрейда, кроме того, что, я там на компакт-флеш мог писать сколько угодно фоток, в отличие, от пленки, она там была, и объемы были бесконечны, можно сказать. Камера была неплохая, в общем-то, на 24 мегапикселя, матрица довольно удачная, опять же, по тем временам, и с шумами, с динамическим диапазоном все было не так уж плохо. В общем-то, у нее и влагозащита была хорошая, эргономика такая прям минолтовская, мне даже переучаться не надо было как-то, в этом плане было все легко. Но все равно какого-то особого апгрейда я не ощутил, потому что там херовый автофокус, опять же, был такой медленный, там мало точек, камера какая-то огромная, громоздкая, тяжелая, оптика на нее тоже все-таки довольно здоровая и тяжелая, хоть и довольно неплохая, даже пленочных времен. Захотелось мне тогда все-таки идти в ногу со временем, я как раз стал потихоньку изучать всякие эти все сопутствующие программы, всякие проявщики, ковыряться в равах, в JPEG и прочем. Стал, в общем, немножко как-то, тоже сам апгрейдиться умственно и умственное развитие свое как-то, кругозор свой расширять. И на тот момент я понял, что пора, наверное, уже пришло время, действительно, это 2013-2014 год. Я понял, что самое время сейчас уже переходить на беззеркалки, потому что зеркалки уходят в прошлое, это уже, совсем все это говно мамонта старое, оно нахер не нужно.
и пора как бы переходить на что-то более современное, маленькое, компактное, быстрое. И тогда уже было немало разных опций на рынке, и я потихонечку брал где-то, да, там у друзей, допустим, у кого есть, или там в магазинах, крутил, вертел, брал там на тесты какие-то камеры, смотрел, думал, проверял, анализировал, что мне, в общем, нужно, пытался понять. С 2012 года стали доступны камеры Fujifilm с X-байонетом, да, там X Pro 1, XT1, вот эти вот XE1, ну, это камеры такие с ретро-закосом, они с какими-то там эмуляциями пленок, такая лейка для бедных. Мне они показались очень неинтересными по простой причине, мне не особо интересно было ретро, я как раз хотел от ретро убежать к чему-то более современному, потому что, ну, блин, я там буквально там, пару месяцев назад, до того, как я вот этот современный цифровой Fujifilm покрутил, я снимал на Fujifilm классе S, у которого полностью, да, там мануальное управление, точно там, почти точно так же, да, там устроено, конечно, по-другому немножко. Ну, в общем, типа, нахрена мне покупать камеру, которая косит под пленочную, когда я хочу, наоборот, от пленки отказаться и оказаться от нее подальше, хочу, как бы, идти дальше. Нет, мне хотелось что-то не ностальгическое, а что-то реально уже такое бежавшее далеко вперед, прорывное, что-то вот такое поинтереснее. И, конечно же, зеркалки автоматически шли уже тоже лесом, хотя в тот момент очень большое количество зеркалок было, зеркалки тогда доминировали, в общем, это были самые крутые профессиональные инструменты, но блин, я не хотел, чтобы было зеркало в конструкции, опять же, потому что это уже костыль, от которого давно было пора отказаться. Ну, я как бы так смотрел, как технологии развиваются, и это было, в общем, понятно уже в те времена. Ну, были еще тогда беззеркальные камеры от Samsung, крупнутые, опять же. Они мне совсем интересными тоже не показались, я в их сторону тоже не смотрел. Они были какими-то, я не знаю, немножко дурацкими, такими детскими, несуразными какими-то. И выглядело это так, как будто Samsung пытается сделать какой-то гибрид фотоаппарата с смартфоном. Интереса мне они тоже особо не вызвали, хотя, в общем-то, наверное, были неплохими. Я еще не все из них попробовал, но основные все камеры я потестил, такие самые главные, наверное, ключевые, они, обзоры есть на канале. Купил себе тогда еще Nikon 1G1, самую первую, собственно, в системе Nikon 1 камерку с дюймовой матрицей. Ну, так, чисто по приколу, потому что она недорого стоила уже тогда, и на нее был классный у меня фикс 10 мм f2.8, с которым получается мое любимое фокусное расстояние в пересчете, да, на кроп-фактор, там 27 мм, там кроп 2.7. Но мне не захотелось, честно говоря, покупать себе оптику, как-то содержать вот эту систему совсем уж с маленькой матрицей, она, ну, далеко не впечатляла, для кармана нормальная, в общем-то, камера, не ужасная для тех лет. Но после полного кадра, ну, сами понимаете, это типа выглядело совсем несерьезно. Имелись тогда на рынке уже в большом изобилии, большой модельный ряд имелся Sony APS-C камеры, это там всякие Nexus, там 5-е, 7-е, 6-е, уже появилась A5000, A5100, A6000, самая первая. И, конечно, у них были отличные, прям очень хорошие матрицы у всех этих камер, но там были очень херовый хват, очень неудобное управление, в руке они у меня совершенно никак не лежали, они, конечно, были компактные, в общем-то, такие бодренькие камеры, но мне они прям, ну, как-то не понравились, материалы мне не особо зашли, ну, говнецо. Ну и тут еще как раз вот в 2013 году появился наш сегодняшний герой, камера Sony A7, и тогда СМИ подняли радостный вопль, что вот ура, мессия пришел, наступила новая эра, первый беззеркальный полный кадр, но я думаю, что в эйфории, в принципе, от этого были, ну, только или, ну, совсем какие-то хомяки, там, не знаю, любители, люди, которые крайне далеки от реальной фотографии, потому что, ну, профессиональные фотографы все равно как снимали тогда в тот момент на какие-то зеркальные решения, так они и продолжили на них снимать, и только разве что по приколу, может быть, взяли там на тест эту Соньку А7, поиграли с ней и забыли через 5 минут о ней. Ну, в общем-то, я точно так же ее что-то взял в руки, покрутил, что-то там пару раз щелкнул, посмотрел, что хват дерьмо, фокус у нее вообще едва живой, как будто его вообще там как будто не существует, материалы так себе, и цена при этом у нее была прямо, ну, скажем, не очень-то гуманная, даже по тем временам, то есть, типа, вообще непонятно, за что там нужно было платить бабки. В итоге всех моих мытарств я чисто случайно наткнулся на Olympus IP5, и, ну, купил я его вообще просто потому, что он был очень дешево, по какой-то скидке в ярком фотомаркете продавался, с китовым объективом. Я, в общем, такой, о, нифига
нифига, что-то как-то сильно ниже рынка, цена внезапно там пошел и купил его, короче. Я взял его вообще по наитию, я тогда вообще не разбирался, что там, как, что это за микро 4/3, вообще без понятия был, абсолютно далек был от этой всей хрени, про которую сегодня я рассказываю. Сейчас я уже стал шарить и разбираться. Тогда для меня это было что-то новенькое, и я реально охуел. Охуел в хорошем смысле, потому что камера была, ну, симпатичная, она была из хороших материалов, реально металлический корпус, у нее было удобное управление, можно было все что угодно под себя перенастроить, как угодно, любую кнопку. При этом камера выдавала отличную, резкую, детализированную картинку и довольно гибкие при этом файлы были, что меня прям удивляло, потому что там вроде как маленькая матрица, но она там никакой большой разницы между APS-C камерами и вот этой вот на микре я там как-то сильно не ощутил. Особенно, когда я попробовал вместо кита поставить туда фиксы, я вообще просто охерел от того, насколько там хорошее качество картинки. И все вот прям мне понравилось, я насладился. И особенно, господа, я насладился наличием там матричного стабилизатора. Для меня это было просто чудом, потому что, ну, в общем, матричный стабилизатор это не такая уж новинка. Он там и в А850, например, наличествует под названием SteadyShot. И да, он там и у Minolta был еще, от которой он перешел, и у Pentax, и, ну, в общем, у других производителей тоже имелся кое-где. Но он был такой, типа, квеленький, чисто для галочки и для маркетинга скорее присутствующий. Что-то там, да, немножко стабилизировал, что-то компенсировал какие-то стопы. А здесь был реально работающий матричный стабилизатор, который позволяет тебе не поднимать ISO, пятиосевой при этом. И ты такой, вау, нифига себе. И вкусив такого счастья, я тут же побежал, продал все свое пленочное говно, все свои ненужные цифровые какие-то камеры, с которыми я там экспериментировал, недорогие, и купил себе нормальный флагманский Olympus OMD EM1. На канале у меня есть уже обзор на эту камеру, я вот не так давно, в общем-то, выпускал у этого флагмана от Olympus, у первой единицы, ну, просто реально все, что угодно, за что ты не возьмись, лучше, чем у Sony A7. Ну, кроме, наверное, только размера матрицы, да, и динамического диапазона. В остальном Olympus просто ее там уделывает и обоссывает. Хотя, конечно, и там еще есть разные косяки, ну, которые присущи ранним беззеркальным камерам, типа дохлая батареечка, так себе тоже не такой уж удобный хват, пока ты батарейный блок не прикрутишь. Ну, это не столь важно. Вот реально, если так вот подумать, четко проанализировать рынок цифровых вот этих вот всех камер беззеркальных 2013 года, то ты понимаешь, что, ну, без шуток, без иронизирования, без каких-то приколов, действительно, самым лучшим выбором тогда был Olympus OMD EM1. У Fujifilm, конечно, технически тоже неплохие камеры, но, блин, мне очень не нравился их вот этот игрушечный ретро-стиль с их вот этим блядским JPEG богомерзким с пресетиками какими-то для даунов. Понятно, что Sony A7, у которой в APS-C байонет впихнули полный кадр, без стабилизатора, без нормального хвата, с хреновым управлением, с говенным фокусом, да и без оптики при этом на тот момент. Она же, когда вышла на полный кадр, у Sony особо оптики-то не было. Там было, ну, 3 объектива, что ли, на выходе, или 2 даже, я уж не помню. Ну, вот у меня на 55 миллиметров отличный цейс, есть обзор на 24-70, тоже есть обзор у меня на канале, тоже цейс. И все, наверное, типа на момент выхода, что там еще было. Мне, конечно, можно возразить, что да, у Sony A7 все-таки полный кадр, и это типа круто, это решает. Но для моих задач, которые я перед собой ставил на тот момент, да и сейчас, в общем, чаще всего мне похер, там, полный кадр, не полный кадр, дважды кроп, ну, типа несчастные там расчеты гриппа, какие-то, блядь, 1 или 1,5 стопа динамического диапазона, ну, вообще никакой роли не играют. Как и возможность постоянно как-то внезапно задирать ISO, я скорее считаю это даже минусом, потому что это тебя вообще отучает как-то контролировать, что ты там вообще снимаешь, потому что, ну, мне проще ISO не поднимать, а, блядь, включить свет, вот, например, да, как вот этот постоянник у меня сейчас светит. Если я его выключу, тут будет кромешная темнота,
Да, знаете ли, ребята, прикиньте, на съемке можно свет включать, вспышки существуют, постоянные источники света, можно типа не снимать в темноте, например, если вы постановочно что-то снимаете. Понятно, что в репортаже там можно и на 200 тысяч ISO снимать, потому что там важнее кадр сделать. Я не про такие съемки, понятное дело, говорю. И если ты не снимаешь какой-то динамики, вместо того, чтобы пыса, можно удлинить выдержку, например, да, если у тебя камера без стабилизатора, поставить ее на штатив, а если составом, то положиться на него. Ну ладно, что-то я увлекся тем, что я расписываю, почему Sony A7 в момент выхода была скорее диковинкой, чем как-то воспринималась всерьез нормальными практикующими фотографами. Ну, в общем, я думаю, понятно, о чем речь. Давайте лучше сейчас я камеру эту покручу в руках, посмотрим, как она все-таки устроена, немножко, да, повертим, и дальше уже перейдем к картинкам и посмотрим, на что она способна. Камера, в общем, маленькая и легкая, если сравнивать ее с зеркалками тех лет, конечно же. Ну, да и даже с беззеркалками сегодняшними, если сравнивать, она, в принципе, реально, ну, прям очень компактненькая и почти ничего не весит по ощущениям. Выглядит как какой-то Nex 7, к которому хреновый видоискатель из угла корпуса вот отсюда, да, переместили, прилепили сверху, чтобы было похоже на серьезную камеру. Материалы здесь, кстати, довольно неплохие. Внутри металлический каркас, снаружи, конечно, такой какой-то глянцевый пластик, но такой плотненький, нормальный, в общем-то. И резинка нигде тут не отходит, она вполне себе качественно сделана. То есть, ну вот именно по качеству здесь мало каких-то таких уж прям, может быть, серьезных претензий. Ну, единственное, что да, вот эта глянцевая такая вот поверхность, она очень сильно собирает отпечатки, грязь, пыль, все это при неаккуратном обращении он покрывается какими-то царапинками, коцками, то есть такой очень неприглядный вид. Но если аккуратно использовать, то, в общем-то, она нормально будет смотреться много лет. Конечно же, на себя обращают внимание сразу же вот эти вот дребезжащие ушки, которые они исправили только к 4-й семерке. Там они перестали вот так дребезжать. На всех остальных соньках, семерках они вот так вот дребезжат и ужасно раздражают, если ты с камерой где-то бегаешь. Поэтому люди разные придумывают ухищрения, там на корпус лепят какие-нибудь здесь вот мягкие подкладочки, на саму эту штуку надевают не вот эту вот пластиковую штуку, а как на манер фуджа сюда какие-нибудь кожаные накладки делают. В общем, лишь бы вот этот звук раздражающий не шебуршал. Сзади у камеры довольно-таки неплохой, такой прям ощутимый упор под большой палец, никакие кнопки под него не лезут, здесь прям есть достаточно места. Сзади все хорошо, а вот спереди хват отвратный. Он просто, ну, как на Нексе каком-нибудь. Хотя палец, конечно, когда ты держишь камеру, не провисает. Ну, так, чуть-чуть там полмизинчика свешивается. Камера все-таки не запредельно мелкая. То есть это не так уж ужасно. Но, честно говоря, хват, ну, не очень. Прям такой неуверенный, неудобный. И, не знаю, для каких-то куриных лапок, а не для человеческой руки как будто делался. Или для людей с очень маленькими какими-то руками. Может быть, это какая-то детская камера, я не знаю. Впереди у нас только кнопка фиксации байонета. Значит, лампочка подсветки вот здесь, вот в таком тоже немного, честно говоря, странном месте. Надо было куда-нибудь вот сюда ее сместить, потому что здесь ты можешь ее очень так ненароком пальчиком легко прикрыть. И одна из крутилок, вот здесь вот находится такой вот барабанчик. Он, кстати говоря, шатается и люфтит, опять же, но, в принципе, какие-то щелчки неплохо так издает, когда ты его крутишь. Не знаю, не выглядит он сильно надежным, но вроде не отваливается, уже хорошо. Сверху слева на камере ничего нет, кроме символа, показывающего, ну, где на каком уровне находится матрица, чтобы было удобно считать, если ты там макро, например, да, снимаешь, чтобы понимать минимальную дистанцию фокусировки от плоскости матрицы. Справа от фальшивой пентапризмы небольшое колесо режимов. Оно довольно тугое, приятно отщелкивает. Случайно оно не сбивалось у меня ни разу, это хорошо. На углу на корпусе, вот здесь вот слегка, собственно, утопленный в этот, да, корпус, находится колесо экспокоррекции. Оно тоже очень тугое, случайно ни разу не сбивалось.
очень, на самом деле, неплохо сделанная. Тут плюс-минус 3. Есть чуть спереди программируемая кнопка C1, и рычаг включения, он обрамляет кнопку спуска. То есть вот здесь рычажок, вот здесь кнопка спуска. Мягко говоря, кнопка очень странно расположена, потому что, ну, интуитивно ты, когда берешь и анатомически вообще правильно, да, камеру в руки, с таким вот ущербным хватом, даже если ты берешь, то у тебя палец вот здесь оказывается. То есть, ну вот где-то вот здесь. В дальнейшем корпус у камеры менялся в положительную сторону, перенесли эту кнопку, наконец, вот сюда, под указательный палец. Здесь же она находится как-то в середине, и нужно какое-то супер нелепое движение вот этим пальцем делать. Я не знаю, в общем, как будто это не человек, а какое-то существо с другой планеты создавало дизайн. Сзади, если смотрим на камеру, то у нас сверху находится, вот здесь с левой стороны, кнопка меню, с правой стороны программируемая кнопка C2 и еще одно колесо для изменения параметров. Оно чуть слабее шатается, чем переднее. Выглядит все-таки понадежнее, потому что оно чуть посильнее, наверное, в корпус утоплено, скорее из-за этого. У камеры есть электронный видоискатель на 2,4 миллиона точек, что вроде бы не стыдный показатель и даже сейчас, но он очень мелкий, я имею в виду его физический размер и увеличение, которое здесь присутствует, насколько я помню, здесь 0,71, и у него очень хреновая цветопередача, он перебирает картинку напрочь, и частота обновления тоже не фонтан. В общем, визировать через этот видоискатель очень неприятно и мучительно. Дисплей уже чуть получше, он на 920 тысяч точек, то есть 3 дюйма, не сенсорный, и отклоняется вверх и вниз. Ну, достаточно ограниченно, но, в принципе, как и у второй и третьей модели примерно. Там единственное, что, наверное, экран все-таки чуть-чуть тоже поприятнее, чем здесь. Есть около большого пальца рычажок с кнопкой, вот здесь вот находится. В этом положении эта кнопка у вас отвечает за быстрое переключение между AF и MF. Ну, скорее, получается, как AFL работает, а в этом положении AEL, то есть блокирует экспозицию. Ниже функциональная кнопка, собственно, FN на ней написано, она вызывает быстрое меню. Там можно поменять быстро все параметры, то есть там мыса, баланс белого, режим фокусировки, точку фокусировки выбрать и так далее. Еще ниже находится крестовина, которая одновременно и колесом является, в середине ее кнопка ОК, по сути. Также на нее запрограммированы сразу же несколько функций, то есть влево это режим протяжки, вправо баланс белого, а вверх это то, что у нас какая инфа будет отображаться на дисплее. Ну и снизу еще парочка кнопок. Это просмотр отснятого материала и удаление. Также удаление тоже является программируемой кнопкой C3. Справа на грани, что тоже очень странное, честно говоря, местоположение. Ну, наверное, видимо, чтобы случайно ее не нажать, когда не нужно, что, в общем-то, скорее здравое решение, да, но все же странноватое действительно расположение. Здесь находится кнопка записи видео под вот этой крышечкой. Она, кстати, довольно неплохо сделана, крышечка. Единственное, что да, я что-то здесь нигде особо каких-то серьезных резиновых уплотнений не вижу. Я бы сказал, вообще нигде не вижу особо их. Вот. В целом она, в общем, нормально открывается, закрывается. Плавно и аккуратно. Нет таких сложностей, как с кнопкой в третьей модели Альфа 7. И здесь один всего лишь слот под SD-карту, причем карточка вставляется не вот так, как обычно, да, как бы вот такой плоскости, а вот так вот. Как бы, что тоже нестандартно достаточно для современной камеры относительно. На левой стороне находятся две дверцы. Кстати говоря, неплохо, в общем-то, сделаны. Они, опять же, конечно, не резиновые, нигде тут резиновых уплотнений не наблюдаю, но они сделаны достаточно неплохо, достаточно качественно. То есть они, думаю, что не развалятся через там года использования. Как видите, вот 10 лет камера служит, и вроде как даже нет намека на то, чтобы они там как-то разболтались или развалились. Механизм не такой уж плохой. В общем, под верхней дверцей находится два джека для наушников и для микрофона. Под нижней дверцей находится еще два разъема. Это micro-USB и micro-HDMI. Снизу в батарейном отсеке прячется маленькая, прямо крохотуличная батареечка, которая еле вывозит и тает буквально на глазах. То есть эта батарейка очень-очень
дохленькая, ну для такой камеры, я имею в виду, требовательная для полнокадровой. То есть если ты на Sony Nex каком-нибудь не таком прожорливом ее юзаешь, это еще ничего. То есть там кадров 300 вообще без проблем, это не такая уж беда. Но на полном кадре такая батарейка никуда не годится. И, кстати, я постоянно упоминаю про резинки и про то, что они нигде не наблюдаются. Здесь, опять же, да, батарейный блок как-то нигде никак не защищен. Потому что, ну, нигде нет резиновых уплотнений, хотя на сайте, я смотрел, заявлено, что есть у камеры защита от влаги. Это заявление я бы проверять не рискнул, просто не стал бы. То есть, ну, я не думаю, что она умрет под каким-то небольшим моросящим дождиком, в принципе, как и любая другая камера, если у тебя жижа внутрь не попала. Но, ну его нахрен такие эксперименты, все-таки жалко убивать ее. Матрица у Sony A7 установлена такая же, как в полнокадровой тоже SLT A99 на 24 мегапикселя. В общем-то, неплохая матрица. Ну, здесь единственное отличие в том, что здесь, как и в Sony RX1R, убрали заглаживающий вот этот антимуарный фильтр перед матрицей, который, ну, немножко замыливал картиночку, но зато убирал муар. Так что каких-то вот вопросов к резкости изображения и к детализации здесь, ну, просто быть не может. Понятно, что при условии использования хороших объективов. Я использовал камеру с объективом Tamron 35 мм f2.8, и почти все время у меня была диафрагма от f5.6 до f8, так что, в общем, не беспокойтесь, все было нормально с резкостью там, ну, если фокус, конечно, не промахивался. Детализация у картинок, конечно же, просто супер, но иногда муар все же на кадрах проскакивал. Но он здесь не такой, знаете, кошмарный, как был на RX1R, потому что у того с муаром прям реально была какая-то беда. Я не знаю, может быть, там процессор как-то не понимал, где там нужно как интерполировать. Может быть, он, не знаю, объектив был слишком уж резкий какой-то там, как понос где-нибудь в середине. Ну, в общем, на RX1R была прям серьезная проблема с муаром. Он лез везде, даже там, где ты его особо не ждешь увидеть, даже, ну, то есть там, просто вообще в веточках каких-то там появлялся. У Sony A7 эта проблема немножко все-таки нивелирована, и он здесь гораздо реже появляется. Муар, конечно, здесь все равно поймать можно, но он где-то бывает в отдалении, где-то в каких-то не очень значительных частях сцены, и можно его найти только, ну, если там прям с лупой разглядывать картинку. А так, пейзажи получаются вполне, никакими там радужными разводами ветки здесь все-таки не растекаются. Ну и другие сцены с обилием каких-то деталей Sony A7 нормально вполне себе переваривает. Главное, чтобы в кадре у вас не было каких-нибудь мужиков в пиджаке, иначе они вот реально поплывут такими вот всякими волнами. Я имею в виду ткань на пиджаке, а не сами мужики, в смысле. И, кстати, если хотите поразглядывать нормально картиночки, которые я предоставляю в обзоре, а ну, не в таком ужатом ютубовском виде, то можете по ссылке в описании перейти в мой телеграм-канал. Там я иногда выкладываю документами картинки после того, как сделал обзор. То есть вот сейчас вот обзор у меня вышел, в ближайшее время, значит, в телеграм-канале появится несколько, ну там может с десяток документов, где можно поразглядывать детали, там, покрутить картиночки. Конечно же, уже готовый JPEG, который я показываю и в обзоре. Никаких равов там не ждите. Динамический диапазон у камеры тоже хороший, он где-то в районе 14 стопов. Но это не значит, конечно, что тут можно сразу там обсираться по экспозиции очень жестко, там на 2-3 стопа. Нет, такого, конечно, не стоит делать ни на какую камеру. Но все же есть кое-какая вольница, можно где-то там чутка промахнуться, картинки достаточно гибкие, из них можно довольно много информации вытянуть, и при каком-то прям сильном, глобальном, существенном редактировании
картинка не так сильно рассыпается, как это было бы, если бы ты снимал на кропнутую камеру. Ну и в общем и целом у Sony A7 до сих пор технически очень хорошая матрица. И скорее всего эта же матрица использовалась и в камерах Leica SL первого поколения и Leica Q тоже. Ну, очень похожа она по своим вот возможностям и характеристикам. Единственное, что да, здесь, как и у Leica, большое количество деталей, потому что нет сглаживающего фильтра, и также здесь отличный такой динамический диапазон, хорошо гнутся картиночки. Но Leica, пожалуй, чуть лучше справилась с алгоритмами шумоподавления, чем Sony. У Sony с этим чутка похуже. На Sony A7, к сожалению, нет матричного стабилизатора, так что вы можете как-то стабилизировать картинку, только если поставите камеру на штатив или будете снимать со стабилизированной оптикой, потому что самые первые там ранние объективы, да и сейчас иногда Sony бывают с оптической стабилизацией. И в сложных каких-то условиях съемки вам придется в любом случае тогда или поднимать ISO, или увеличивать, удлинять выдержку, или, в общем-то, ловить тогда уже смазы очень досадные, а смазы здесь прямо не редкость. Потому что мало того, что затвор у камеры ебашит реально со всей дури. Например, у Sony A7R, самой первой, там была матрица на 36 мегапикселов, то есть еще выше разрешения, тоже без сглаживающего фильтра. Отличная детализированная картинка с просто отличнейшим, прекрасным разрешением, просто супер, да? Но там постоянно были микросмазы из-за того, что очень сильно жестко, хлестко херачит затвор. И вот у Sony A7 обычный, хоть и 24 мегапикселя, но тоже иногда даже на вменяемых достаточно выдержках, там, на 1/125 секунды, может случиться какой-то нелепый микросмаз. И не потому, что ты дерганый припадочный, а потому, что у тебя херачит затвор. Вот прям затвор, так стукает, что ты думаешь, что у тебя сейчас там что-то отвалится нахрен. Вот прям ебашит, будь здоров. Так что единственный способ как-то избежать какого-то смаза, вот таких вот косяков, шевеленки. Конечно, если у тебя нет с собой просто штатива, и ты уже не можешь дальше открывать диафрагму, у тебя уже все, полное ограничение, тебе приходится единственное, что возможно, поднимать ISO. При условии того, что ты со светом и экспозицией угадал, то, в принципе, картинка может и на 3200 получиться сносная. Но чаще всего, если ты снимаешь в каких-то сложных условиях, допустим, в сумерки, еще даже не обязательно прям в полной темноте, когда просто мало света, просто недостаточная освещенность картинки, и потом попытаешься ты эту картиночку поредактировать, а снимал ты, допустим, там на 2500 ISO, то у тебя все посыпется, у тебя начнут шумом поедаться детали, картинка начнет акварелиться, в общем, с шумом здесь прям все довольно серьезно плоховато. И что более печально, ладно бы это был просто какой-то яркостный шум, который, как-то там еще можно современными шумодавами, там через топазы прогнать, еще что-то, если тебе там прям картинка очень нужна такая шумная, да, ее как-то воскресить, реанимировать. Но тут еще и цветного шума, из-за которого цвета плывут там до хренища, то есть это просто картинка становится, нередактировабельна. Так что как бы это горестно не было признавать, но на первой Альфе 7 лучше ISO выше 1600 единиц не поднимать. Потому что, матрица, конечно, хорошая, но до современных она не дотягивает. Не то чтобы там матрица прям отсталая какая-то. Скорее всего, тут больше вопросы к процессору, к алгоритмам шумоподавления и так далее. В общем, сейчас современные камеры с этим гораздо лучше себя чувствуют, и тем более сейчас сенсоры с обратной засветкой, за счет чего также получше соотношение сигнал-шум. Сейчас можно на нормальную современную Соньку и на 6400 снимать, и там даже, в общем, не будет так уж ужасно, как здесь на каком-нибудь 3200 показателе. Вот вам пример кадра с ISO 3200, который я снял, прям в очень сложных условиях. Здесь, как видите, картинка просто рассыпается на огромное количество шума, она распадается на плесень и липовый мед, и, в общем, это грустно все выглядит. А вот картинка, немножко с другого ракурса, я там чуть-чуть не угадал, но вот она снята на ISO 100 со штатива.
Думаю, не нужно пояснять, что лучше, естественно, вообще не задирать ISO ни на какой камере, ни с каким сенсором. Ну и автофокуса у Sony A7, в общем-то, практически нет. Конечно, там заявлено 117 точек контрастной фокусировки и 25 точек фазовой фокусировки. Фокус чудовищно медленный, он прям, блять, это целая катастрофа, потому что, ну, ты нажимаешь на кнопочку, ждешь, когда он там может секунду, может даже пару секунд гонять линзы туда-сюда, о чем-то там думать, наконец додуматься, зафиксировать, вот что у тебя сейчас произошло попадание, вот зелененькая меточка появилась, ты такой щелк, все хорошо, потом смотришь на компьютере на эту картинку, а оказывается он еще и промахнулся, при том, что он столько времени думал. Понятно, что не всегда он такой медленный, не всегда такой тупой, но иногда он там шустро в каких-то условиях фокусируется. Причем не очень понятно, что за это отвечает, почему он там в одинаковых абсолютно условиях может и промахнуться, может и попасть, может и медленно фокусироваться, и быстро. То есть там в дневное время вроде бы должно все отлично быть, но надо и при ярком солнечном свете долговато как-то фокусироваться, казалось бы, в темноте должен тупить. Ну, это он делает, да, иногда в темноте он вообще не просто тупит, он становится просто дегенератом, а иногда вообще пасует. То есть он прям просто гоняет, красным тебе выделяет, говорит, я не могу, переключайся на мануал. Ну, приходится, да, фокусироваться вручную тогда. И опять давайте будем все-таки честны, это система фокусировки, которая есть у Sony A7, одна из самых беспомощных и самых жалких, которые я вообще видел за все время, сколько я вот тестирую разные камеры, а я видел некоторое дерьмо, здесь прям все очень печально, так что ты быстро научаешься делать 2-3 дубля у какого-либо кадра только ради того, чтобы у тебя получилась картинка без промаха по фокусу и без какого-нибудь микросмаза дурацкого. Ну и, естественно, без какого-либо автофокуса, без какого-либо стабилизатора, с, в общем, всем этим медленным туплением, медленным включением, медленной фокусировкой. Камера, в общем, не годится для съемки какого-то экшона, для съемки стрита от бедра тоже не годится, потому что, ну, ты пока там ее включишь, пока она там что-то подумает о разном, пока там что-то там еще сделает, какие-нибудь там темные ритуалы свои, прежде чем хоть как-то начать снимать, ты уже упустишь кадр. Ну, по фокусу, опять же, я сделаю такое замечание, что если ты собираешься использовать эту камеру с какой-нибудь старой мануальной оптикой через переходник, то проблемы этой ты вообще не заметишь, потому что, ну, блядь, зачем тебе автофокус, если ты все равно ручками будешь фокусироваться. Вот для таких целей чисто поприкалываться со старой интересной какой-нибудь оптикой вещь прямо отличная. Ну, а для нормального человека, для которого все-таки хотелось бы, чтобы за деньги, да, которые ты заплатил за камеру, она еще все-таки, да, немножко фокусировалась сама, хоть какие-то, да, поблажки тебе давала. Ну, тут она уже нарушает там все Женевские конвенции о запрете пыток и прочее. То есть это вот прям настоящая душевная боль. Баланс белого и цвет из камеры в автоматическом режиме, прямо скажем, очень плохие. Здесь очень сильно перекрученные какие-то цвета сами по себе, то есть даже без каких-то особых промахов. Но и также камера промахивается по температуре цветовой и по тональности. Причем она так промахивается по температуре не то, что, знаете, там чуть-чуть там на пару сотен кельвинов, или там, например, знаете, там, ну чуть-чуть какая-то небольшая ошибка, там дернул чутка ползунок и все поправил. Нет, она прям ошибается там на 1000 кельвинов туда, на 1000 кельвинов сюда, просто ее там что-то мотыляет как угодно. Чаще всего ее заносит, конечно, в холодную сторону. Вообще картинка такая похожа на то, что выдавал Nex 6, на то, что RX1R выдавал. В общем, в те годы, в общем, у них было плоховато с Color Science. Благо файлы все же достаточно гибкие, и ты можешь на постобработке уже добиться удобоваримого вида, накрутить там цвет как тебе хочется по своему вкусу, и, ну, в принципе, в общем, выжать из нее максимум возможного. Но по умолчанию из камеры никогда у тебя не будет практически картинка хорошей. Ну, может, пара кадров у меня получалось, когда камера вот прям угадала, и там все хорошо.
И это для меня как-то удивительно и непонятно, потому что на самом деле даже в нулевые у меня вот был обзор на камеру Sony R1 APS-C камеру с CMOS матрицей на 10 мегапикселов 2005 года, когда они еще даже со сменной оптикой ничего не выпускали, они еще тогда минуту не купили. Там стояла цейсовская оптика отличная, и цвет был просто прекрасный из этой камеры, просто отличный. Потом, когда они купили Minolta, перешли на вот эти зеркалочки с ABN, с классными CCD-матрицами, просто замечательным цветом тоже они обладали из камеры. Там, JPEG там были дерьмовые, но RAW там были прям вообще прекрасные. И я не понимаю, по какой причине вдруг у них произошел такой вот обосрамс в Color Science где-то вот на рубеже десятилетий. И они прям несколько лет делали камеры очень херовые, лет 5, наверное, с прям очень плохим цветом. И начали, наверное, хоть как-то исправляться в 2018 году. Уже на Sony A9 цвет в принципе неплохой. На Sony A7 Mark III тоже, похожий, в общем, наверное, он такой же примерно. Он тоже не очень ужасный. Хотя тоже иногда бывали косяки, там с Magenta особенно. А на более современных камерах цвет уже зачастую бывает очень даже неплохой. Так, местами даже приятный, но до какого-нибудь там, не знаю, Nikon, Pentax и тем более уж Canon им прям далековато в этой области. И надо наверстывать как-то, есть куда, в общем, развиваться. Цвет Сонькам еще нужно улучшать. И несмотря на то, что Sony A7 это очень плохая камера во многих аспектах, это все же также и очень важная камера. Да, она стала первой такой полноценной беззеркальной полнокадровой камерой, и инженеры, когда ее создавали, и там дизайнеры, кто там продумывал, как она будет устроена, где у нее что будет находиться, они, в принципе, наступили, пожалуй, на все грабли, на какие только можно. Прям ошибок огромное количество допустили, но постепенно от модели к модели все это исправлялось, и сейчас камеры Sony одни из самых интересных, самых перспективных и таких передовых технологически. И очень важно, что когда эта камера вышла в 2013 году, она дала дополнительный толчок, дополнительного пинка и Nikon, и Canon, чтобы они начали более активно развивать свои вот эти все разработки, и, наконец, в 2018 году в роли догоняющих выступили с новыми своими беззеркальными байонетами, потому что понятно, что зеркалки у нас ушли уже в прошлое. Сейчас мы имеем огромный модельный ряд у Sony, самых разных камер, разнообразнейших, которые решают самые разные задачи. Это, допустим, Sony A7S модели, у которых 12 мегапикселов всего лишь, да, разрешение невысокое, но зато там светочувствительность совершенно не является проблемой, ты можешь поднимать ISO там до совершенно каких-то запредельных величин и снимать в очень сложных условиях. А еще более чисто вот прям для видео ориентированные камеры, с той же матрицей, с теми же, в общем-то, характеристиками по железу, но только в более удобных форм-факторах, возможно, для кого-то, да, это FX3, это прям нормальная уже такая, можно сказать, видеокамера почти что профессиональная, с кучей каких-то наворотов, и также есть еще ZV-E1. А если тебе нужно высокое разрешение, сравнимое с уже даже средним форматом, то у Sony есть уже мною упомянутая серия Sony A7R. В данный момент уже 5-е поколение этих камер с 61 мегапиксель сенсорами, то есть прям огромное разрешение, при этом там и с динамическим диапазоном все нормально, и картинки очень гибкие. Для любителей более компактных решений у Sony есть модели A7C, которые, в общем-то, по железу абсолютно соответствуют обычным альфам-семеркам текущим, да, но они просто вот это все железо запихнули в более компактный дурацкий корпус в стиле такой дальномерочки с херовым хватом. Для серьезной спортивной и там репортажной какой-то съемки у Sony появилась модель A9, и там очень интересный слоеный сенсор, у которого практически мгновенное считывание, и он почти что не имеет эффекта rolling shutter, то есть ты можешь снимать с огромной скоростью, с электронным затвором, и считывание с матрицы почти что мгновенное. А для универсальных солдат, которым нужно и высокое разрешение, и такой баланс между высоким разрешением и высокой скоростью,
У Sony существует флагманская модель A1. Там 45 мегапикселов тебе, и при этом тоже слайдный сенсор, у которого считывание тоже супер шустрая, и роллинг шаттер, в общем-то, отсутствует. Как раз такая же матрица стоит сейчас и в Nikon Z9 и Z8. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что Sony сейчас является очень серьезным, одним из главных игроков на рынке фототехники. И несмотря, конечно, на вот эту всю эволюцию относительно первой модели, ну да, давайте будем уже откровенны, Sony A7, про которую я сегодня разговаривал, ну, она была медленная, кривая, косая и вообще откровенное говнецо. Но она все-таки, вот эта серия эволюционировала, и на текущий момент, ну, там, может быть, есть какие-то такие ощутимые минусы, ощутимые косяки, фамильные болезни, в духе того, что маленький байонет, от APS-C-камеры, там не вставишь ты нормальный матричный стабилизатор уже, ну, то есть там он ограничено у тебя место, куда может матрица двигаться, чтобы как-то компенсировать дрожание. Но в целом это сейчас крутые передовые камеры с огромным количеством оптики от сторонних производителей, потому что тут такой полуоткрытый байонет, кто хочет, тот и делает, что хочет. И я вообще задумался, а не сделать ли мне отдельное еще видео про какие-то сильные и слабые стороны Sony, ну так обобщенно современных беззеркалок, их, ну там затрагивая последние 10 лет, да, наверное, потому что, ну, тут присутствует некая эволюция, но все равно у большинства Sony какие-то определенные черты присутствуют, которые их объединяют. Ну, я надеюсь, вам было интересно узнать мое мнение про первую семерку. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Подписывайтесь, опять же, на телеграм-канал мой. Еще раз большое спасибо подписчику за предоставленную технику для обзора. Всем хороших снимков и до новых встреч!